Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Армянское издательство «Голос Армении» опубликовало статью. Очередная уступка под занавес уходящего года, последняя ли? Но это намекает на то, что сейчас карабахские армяне уступили Азербайджану. Сейчас объясню, что они уступили. Правительство Карабаха совместно с руководством компании Бази Метал приняло решение временно остановить работу шахт Кашенского и Драмбонского рудников. В общем, азербайджанцы добились того, что прекращена работа здесь этих рудников, где по добыче золота, вот здесь район Агдеря. И такая ситуация, что уже паника началась как бы у этого самого Рубена Варданяна. Надо закрывать эти рудники, и запрещено уже им эксплуатировать эти, как сказать, азербайджанские земли. Правительство Карабаха обратилось в соответствующие структуры ООН и других международных организаций с просьбой организовать проведение на рудниках международной экологической экспертизы в короткие сроки. Цель это доказать, что при разработке рудников все необходимые экологические нормы соблюдаются. Они хотят привлечь независимые структуры ООН, чтобы они подтвердили, что, мол, дальше там можно добывать эти золото и другие полезные металлы. Но в Баку это решение трактуют иначе. В Баку говорят, что никакой международной экологической экспертизы на руднике они не допустят. И что заявление правительства Карабаха о международном мониторинге эксплуатации рудников не более чем попытка сделать хорошую мину при плохой игре. На самом деле Баку заставил Ханкинди остановить работу рудников, то есть добился еще одной из своих целей. В Баку обращает внимание на подобное решение правительства Карабаха было принято после посещения правительства командующим российского миротворческого контингента Андреем Волковым. Дескать, последний заставил правительство Карабаха принять такое решение. В общем, Волков надавил на этого Арутюняна, Варданяна, чтобы они пока временно остановили эти рудники. И на прослабление блокировки азербайджанцами Лачинского коридора. То есть на возможность пропуска азербайджанцами по коридору машин Красного Креста, скорой помощи и гуманитарных конвоев российских миротворцев. Так. Тем не менее, факт налицо, Ильхам Алиев добился в очередной раз победы. По крайней мере, частично. Попытки правительства Пашиняна добиться прекращения блокировки Лачинского коридора путем организации международного давления на Баку успехом не увенчались. Хотя пропагандисты Никола трубили чуть не о дипломатическом разгроме Азербайджана на заседании Совбеза ООН. Как видим, разгром закончился тем, что на уступки пошло уже правительство не Азербайджана, а Карабаха. Ну да, сейчас уже им делать нечего, надо уступки какие-то, чтобы как-нибудь разрулить ситуацию. Собственно, удивительного мало. Правительство Никола Пашиняна – классическое правительство популистов. То есть правительство громогласных обещаний и заявлений, но никак не правительство реальных дел. Они еще ничего из обещанного до конца не доводили. Даже суды над бывшими, а где уже обязать что-то сделать с Баку. Кстати, недавно выяснилось, что правительство до сих пор не выполнило даже свои обещания построить новый квартал в Шурнухе. В том самом Шурнухе, на часть территории которого правительство Пашиняна любезно впустило азербайджанских военных. Военные части. Сейчас я вам покажу. По информации, да, Шурнух, как бы здесь азербайджанцы стоят на этой дороге. Это была, я раньше ролики вел, вот такая информация. И армяне пытались как-то вытеснить азербайджанцев, но они здесь плотно уже заняли позиции, и армянам не удалось их оттуда, как сказать, подвинуть. И вот что тут пишут. На самом Шурнухе, то есть части территории, которого правительство Пашиняна любезно впустило азербайджанские военные части, уже после завершения 44-дневной войны, да, после войны, впустила, подчеркиваем, на основании неких устных договоренностей, нарушение того пункта трехстороннего заявления Алиева
Пашиняна и Путина 9 ноября 2020 года, согласно которым после подписания заявления противодействующие стороны остаются на занимаемых позициях. В общем, тут тоже, видите, ситуация, раскритиковали власти Пашиняна, и что сейчас все движется в такой ситуации, что Ильхам Алиев там диктует условия на этой дороге Ханькиндила-Чин. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.